тот самый мистер Инкогнито, который хочет поделиться с вами информацией про НЛО. Я в очередной раз говорю, что я никого ни к чему не призываю. Я только хочу, чтобы вы поняли, что мир вокруг нас не такой, каким он нам кажется. И не такой, каким мы к нему привыкли. Сегодня я хочу рассказать про различные поведенческие факторы инопланетных существ, которых я лицезрел воочию и с которыми мы вступали в так называемый контакт в рамках исследовательской работы на секретном полигоне, на котором исследовались специальные вещества, специальные приемы работы с инопланетянами и в том числе и сами инопланетные объекты и организмы. В настоящее время это практически энциклопедические данные. Известны 3 расы внеземных существ. Это расы рептильного характера, то есть так называемые рептилоиды. Это расы гуманоидного характера, то есть так называемые сероироиды. И раса насекомоподобного инсектоидного типа. Вот я хочу рассказать несколько случаев из личной практики, так скажем, которые могут показаться интересными, которые могут в конечном итоге спасти вам жизнь. Начну я, пожалуй, с рептилоидов. Это разумная космическая раса, которая обладает возможностью перелетов в космическом пространстве с помощью технических средств, так называемых космических кораблей или челноков. Им известны технологии этих перелетов. И ученые пришли к выводу, что эти технологии были не изобретены ими, а захвачены или найдены. Возможно, эта раса развивалась параллельно с какими-то мыслящими существами, и в последующем она смогла завладеть их технологиями. Это примерно как в произведении Гаррисона «К западу от Эдема», когда метеорит не пришлепнул динозавров, а они развивались параллельно человечеству и вышли на определенный уровень эволюции, когда они продвинулись намного дальше, чем человек. Возможно, некая такая раса рептилоидов развивалась по своим канонам на другой планете и получила со временем возможность совершения космических перелетов или контакта с какой-либо цивилизацией, которая умела это делать. Что касается рептилоидов, они все враждебны, и человек для них чаще всего является добычей в плане плотоядного поедания человеческого тела или удовлетворения сексуальных потребностей, потому что неоднократно фиксировались случаи сексуального насилия над земными женщинами со стороны рептилоидов. Кроме того, наши ученые и наши хронографы располагают сведениями о том, что с рептилоидами был заключен некий договор, который по условиям которого им позволяется делать это. В обмен на что, в данный момент я не могу сказать, но в настоящее время проводятся опыты по гибридизации человека и рептильного существа. Рептилоиды внешне выглядят как прямоходящие крокодилы в большинстве своем. Но я знал одного парня, который, скажем так, на своем последнем издыхании после одного из боевых рейдов сказал, что их атаковали некие белые дракониды, как их назвали впоследствии. Это были 4-метровые гигантские рептильные существа белого цвета. Что именно, почему они белые и что дает такой пигмент их кожи, я не знаю. Кстати говоря, я не исключаю вариант того, что они были раскрашены в белый цвет, потому что мы неоднократно находили рептилоидов, окрашенных в синие полосы, в зеленые ромбы и так далее. Возможно, это как-то связано с их знаками отличия уже в самой расе. Атакуют они всегда как хищные существа, стараясь подавить волю противника агрессивностью. Одно существо может запросто атаковать целое подразделение, вооруженное тяжелым оружием. То есть они не ведут страха и
атакуют практически всегда. Не было ни одного случая, чтобы они отступили или чтобы они приняли какие-то тактические решения, увеличивающих выгоду. Что касается инсектоидов, то по агрессивности они во много раз превосходят рептилоидов, но они не являются разумными существами в том понимании разума, как мы его понимаем. Они псевдоразумны, то есть они подчиняются инстинктам и примитивным чувствам, таким как голод, ощущение холода, ощущение опасности. У них очень развит инстинкт самосохранения. Но я не знаю, по каким канонам они развивались на своей планете, но доподлинно известно, что на нашу планету они прибыли в огромном астероиде, который шлепнулся на нашу Землю еще в эпоху, наверное, Кайнозоя. Они выкопали себе огромные подземные норы и существуют там до сих пор. В частности, в обширных горных массивах. Кстати говоря, в многих народностей, проживающих в горах, сохранились свидетельства, мифы и легенды, повествующие о громадных насекомоподобных существах, которых они считали злобными древними богами. Эти существа сейчас на нашей планете, они практически не имеют возможности перемещения между планетами на технических средствах, но ими разрабатываются возможные варианты. Потому что в одном из гротов, который мы сожгли термобарическими зарядами, мы находили фрагменты самолетов, в которые биологическим порядком были, скажем так, установлены определенные модули, которые позволяли перемещаться на большие расстояния. Позволяли ли они перемещаться в атмосферу и выше, я не могу сказать, потому что мы не испытывали их. Ну, в принципе, это и не моя работа. Когда я служил на закрытых секретных полигонах, я не занимался изучением, я занимался охраной и боевой работой. Инсектоиды очень редко атакуют сильные цели в одиночку. Они собираются в рой и атакуют роем. То есть они коллективные существа, но известны случаи, когда они похищали людей, и эти люди какое-то определенное время жили в их ульях, в их роях. С этими людьми, кстати говоря, учеными нашей организации проводились телепатические контакты, но без прогнозирования спасения этих людей. То есть они были как уже приговорены к смерти, и просто они ожидали своей участи в этом рое среди этих ужасных существ. Что касается их атакующей матрицы, именно инсектоидов, они атакуют роем, как я уже сказал, с помощью своих жвал, хватательных маленьких или крупных лапок. И вообще внешне они похожи на гибрид богомола, кузнечика и муравья. Но, тем не менее, у них встречаются разные расы, и они могут оказывать телепатическое воздействие, которое аккумулируется в их матке, в едином организме, который их рожает. И при этой матке всегда находится 5 или 6 взрослых особей. Они являются передатчиком и усилителем сигнала. Вот под излучение такого сигнала я однажды попал сам. Это было, я вам скажу, как психическая центрифуга торнадо в моей голове. Я проклял все на свете. Единственное, о чем я мечтал в ту секунду, это чтобы кто-то разрядил мне рожок из автомата в голову. Потому что это очень страшно, это просто невыносимо. Чтобы как-то описать это чувство, вы можете представить себе момент падения в бездну, при этом вас жутко тошнит, и вы не осознаете, где вы находитесь, и при этом испытываете жуткую опасность из-за своего бессилия. Нам выдавались специальные ампулы с медикаментом, со специальным препаратом, который в этом случае нужно было вколоть непосредственно в сердце,
а вторая ампула вкалывалась под подбородок. Ну, вот это меня в сущности и спасло, но ампулу вколол в себе не я, а ампулу мне вколол командир нашего подразделения, потому что он был единственным человеком, на которого психокинетическое воздействие инсектоидов не действовало. Что касается серых гуманоидов, то их поведение, оно не поддается какой-то логической оценке, они не действуют как люди. Ну, то есть в поведении людей мы можем делать какой-то прогноз в плане, что там человек голодный, значит сейчас он пойдет есть, он устал, значит он сейчас пойдет спать. Они не хотят ни есть, ни спать, они вообще ничего не хотят действовать сообразно тому плану, который прочерчен в их голове. Это очень страшно, потому что они не выражают никаких эмоций, они полностью безэмоциональны, у них нет никакой эмпатии. Даже если они увидят, как на ребенка наезжает танк, у них ни один мускул не дрогнет на лице. Вот им интересно человеческое тело, и именно та часть нашего тела, нашей физиологии, которую можно назвать душой. Ну, то есть это не совсем физиологический аспект, конечно. Но сами они не обладают душой, и хозяева, по всей видимости, тоже. И им интересны эти механизмы, это вот этой субстанции, которая находится в нас. Они пытаются ее выделить и изучать. Для этого они кладут людей тысячами на своих опытах и так далее. Причем опыты, когда, знаете, вот показывают там, где-то в фильмах ужасов, как они пластают кого-то скальпелями или лазерами, это все лишь один аспект. Они проводят нечеловеческие, дьявольские, психологические опыты над семьями, над членами семей, над отдельными людьми. И все это очень страшно. И, кстати говоря, сами вот эти вот роиды, они имеют возможность перемещения в пространстве, перемещения на технических средствах, ну, космических кораблях, в околоземном пространстве и дальнем космосе. Сама технология нам пока неизвестна, и также нам неизвестна технология их мгновенного перемещения в пространстве. Но однажды в одном из гротов в пещерах в горном массиве Афганистана я лично видел, как одно это существо превратилось в 3 существа одновременно, и они атаковали нас психокинетическим воздействием. Но их психокинетическое воздействие намного слабее, они пытаются задеть именно, найти в психике лазейку, найти в психике потайную дверку наших страхов. И если подавить это волей, то у них как бы ничего не получится. Но они также развиваются и ищут определенные способы воздействия. Кроме того, они обладают очень большой человеческой силой. И учеными той секретной организации, в которой я некогда состоял, был выделен опытным путем этот ген, который отвечает за их силу. И этот ген, эти изыски использовались и используются сейчас в целях создания суперсолдат. Если вы встретите роидов, то вы сможете противостоять именно посредством своей души, когда вы дадите четкий отказ в их воздействии на вас, если вы запретите им это на ментальном уровне. Но это не подействует на рептилоидов и на инсектоидов, поэтому при встрече с ними лучше просто убегать. Что может помочь еще в борьбе с инсектоидами? Они не переносят запах йода, как ни странно. Йод разрушителен для биомолекулярной структуры их тел. Что касается рептилоидов, если вам посчастливится и при нападении рептилоида вы останетесь живых, то на них очень хорошо, но в плане защиты действует электрический ток. То есть удар электрошокером в район глаз, он может привести к летальному исходу из-за близкого расположения мозга к переднелобовой доле. Все, что я говорю, это имеет место быть. Это происходит здесь и сейчас. И эти существа здесь и сейчас рядом с нами. Видели мы их или не видели, я вам скажу, сказания о драконах, о пресловутом библейском змее, это все правда, это не какие-то там выдумки или аллегории. Все это правда. Равно как и теория полярконтакта, когда древний человек встретился с инопланетянами.
Да и сами люди на нашей планете, они созданы ими как биологический эксперимент в получении послушного вида человека-скота, который будет работать на них.